Всем доброй ночи. Друзья мои, насчет некромагии мы уже давно говорили с вами. Но раз уж появляются иногда нелепые ролики ни о чем, точнее о чем-то, не о том. И поскольку вы мне задавали вопросы, я решила немного освежить в памяти лекцию о некромагии. И заодно и в конце ответить на вопросы, в общем, объяснить вам, так или не так. Развенчая миф определенный, который любят вешать на уши доверчивым людям. Итак, что такое некромагия? И для того, чтобы иметь способности к некромагии, обязательно ли посещать кладбище? Это обязательное условие или нет? Нужны ли части тел усопших, либо какие-то предметы-посредники усопших для некромагии, для того, чтобы связаться с ними? Хочу вам сказать, что ведьмы, которым дано общение с потусторонним миром, с миром духов, как правило, рано или поздно они начинают видеть и мир мертвых, и общаться с ними, и понимать и на подсознательном уровне, и во снах, и по-разному, одним словом, общаться с этими сущностями, которые когда-то были человеками, но, умерев, уйдя туда, стали уже душами людей. Для чего люди рождаются в этот мир? Они приходят один раз и навсегда. У каждого свое время здесь нахождения. Миллиарды, триллиарды, триллионы душ, которые, бесконечное, мне кажется, это так будет правильно, бесконечное количество душ, которые рождаются в недрах хаоса в разные эпохи, в разные времена. Они рождаются в наш мир. Я рассказываю об этом очень много, и много у меня есть лекций. Есть, например, такая лекция «Роковая любовь». Почему люди всю жизнь ищут, так и не находят свою половинку. Хотя он приходит во снах и прочее, потому что их половина родилась либо до них, скорее всего, и теперь, только благословленные люди в этом мире находят эту роковую любовь, остальные рождаются раздельно, поэтому некоторых людей, например, тянет в определенный век. 18, 19 век, вот им нравится, они прям одержимы этим веком. Почему? Потому что в то время как раз в этом мире жил тот, которого они любили, и ушел. И теперь он в мире мертвых их ждет. Они, конечно, могут жениться, выходить замуж, но любви не будет в этом мире. Они уйдут и найдут эту любовь только там. Сила рода, которая имеет место быть только в том случае, если души ушедших поднимаются и насыщают родовое древо там. Древо каждого рода. Там собираются лучшие души рода и ждут нас, когда мы туда пойдем. И каждому роду нужно поддерживать свое физическое существование здесь, свою связь, пока род существует. Даже если мы не помним своих отцов, дедов, прадедов, то есть имеется в виду отцов, праотцов, даже если мы не помним. Но наши поступки положительно либо отрицательно имеют свое влияние на то самое родовое древо там. Чем больше хороших людей, преуспевающих, сильных, достойных, делающих много добра будет на этой земле, тем больше род, который там находится, будет получать
энергию, корень рода будет сильный. Можете посмотреть память – это сила. Там все объясняется. Мне кажется, уже нет тем, которые я бы не объяснила, но в любом случае. Некромагия. Некромагия возникла на заре возникновения человечества. Может быть, и до этого была, из цивилизации в цивилизацию передавалась. Задолго до возникновения нации, понятия нации, страны, государства, люди общались с миром мертвых. Они знали, что их ушедшие где-то там, что они приходят. Они не были такие глупые. Может быть, не было тогда грамотности, не было письменности. Но вы знаете, не годы и не начитанные дают человеку столько знаний, сколько опыт. Сколько он пережил, сколько раз он выживал, и чем больше в его жизни происшествий, через которые он должен был перешагнуть и пройти, и просто остаться в живых и существовать дальше психически и физически, в нормальном состоянии имеется в виду, тем больше у него знаний, опыта и прочее. Поэтому древние люди хоть и не умели читать и писать, но понимали о мироздании, знали больше, чем мы сегодня, потому что они были концентрированы именно на этом. Они берегли природу, они понимали язык природы, они понимали, предугадывали погоду, понимали, что будет завтра, какое будет лето, что следует делать, что следует сажать и так далее. Это Зена моя во сне. Так вот, с тех древних времен показывались ушедшие родственники, приходили, а может быть, они чаще открывались, потому что люди еще не отошли от первоисточника, от матери природы, и они более были связаны, больше видели, больше понимали, чем мы с вами. И прекрасно знали, что мир мертвых существует. Во многих древних летописях, свидетельствах очень много написано о видениях, о том, естественно, там пишут люди уже грамотные, образованные, когда письмена появились, пишут люди благородного происхождения, у которых была возможность купить эти книги. Вы знаете, из чего они делали, из кожи, из телячьей кожи. Это стоило очень больших денег. До этого были папирусы, тоже были недешевые удовольствия. На Руси писали на бересте. В любом случае, это было доступно не всем, особенно грамотность и письменность. Поэтому, естественно, оставляли свидетельства люди, которые были либо из благородных кровей, то есть аристократия, либо монахи, что тоже, в принципе, считалось как бы слой аристократичных, грамотных людей. Вот они оставляют огромное количество свидетельств о том, что видели, о своих видениях, о появлениях призраков и прочее, прочее. То есть человечество издревле, с тех еще древних времен знали, что есть потусторонний мир, и изучали разные версии, пытаясь понять, что там есть. У каждого народа был свой рай и ад, свое чистилище. Есть очень много общих черт, которые совпадают у всех народов, потому что у нас все-таки общее происхождение, общие корни. Следовательно, некромантия, то есть знание о смерти, это греческое слово некро, смерть, и знание, наука о смерти существовало издревле. Через некоторое время появляется новый термин тонатомантия.
в честь не бога, а властелина, царя подземного мира, скажем так, наместника Аида, который руководил и контролировал весь подземный темный мир или мир мертвых. Ну, темный не считается злой, а именно таинственный мир мертвых, Танатос. И вот в честь него, его именем называли людей, которые интересовались мертвым миром. В наше время есть танато-мастера, танато-косметологи. Значит, кто это такие? Это люди, которые приводят в порядок тело человека и готовят его к погребению. Непростая профессия. Они тоже говорят, что они верят в существование загробной жизни. И что те мертвые, которых они готовят к погребению, очень положительно относятся к ним, приходят во снах, благодарят за то, что ведь они же как бы ничего плохого не делают, они приводят в порядок лицо человека, чтобы последний раз с ним попрощались. Также работники морга, которые часто сталкиваются с этим, охранники, сторожа, которые работают в старинных там домах или крепостях, они тоже говорят, что... Но некоторые привыкают, некоторые увольняются, боятся. И вот эти все известные призраки белой дамы, той самой, значит, Барбары Радзивилл в Вильском замке, который сейчас Вильнюс называется, иных известных призраков, да, призрак Анны Болейн, который появляется без головы и с рукой, то есть в руке держит голову. Призрак князей Хованских, которые часто появлялись, особенно в 90-е годы много было таких рассказов с просьбой о том передать царю, чтобы тот предал их, значит, погребению, могиле. Они были казнены. Эти все рассказы, свидетельства, эти все сны о том, что они стояли на берегу реки Стикс, большой реки, но не знали, как река называется. И вот некоторые переплывали, а они оставались. Или они видели своих родных, близких, которые переплывали эту реку. На следующий день узнавали, что те ушли. Мы можем не знать определенные вещи, но наш мозг так устроен, наше подсознание, что оно улавливает все эти энергии, которые вокруг. И если у человека открыто подсознание, если у человека сильный рот, а следовательно у него мозговая деятельность, что надо, мозг – это наша антенна, которая улавливает связь между нашей душой. Если у человека мозг охмурен, вот почему ведьмы, колдуны, например, не пьющие люди, они очень такие трезвенники, потому что наш мозг должен быть трезвым, мы должны концентрироваться, наша мысль должна быть сильной, сила мысли, сила воображения, сила внутренней фантазии и так далее, фантазии в хорошем смысле. Она должна быть сильной. Трезвый, сильный, разумный мозг улавливает все эти колебания, все эти, значит, различные посылы души, и получается разумный человек, который может донести свою мысль. Вот посыл души, например, музыка, мозг улавливает, он здоровый, нормальный мозг, человек садится, пишет музыку. Когда мне говорят, что, например, человек болен или ребенок, там у него мозговая деятельность или слабоумие, можете помочь? Я говорю, это невозможно. Если мозг человека болен, его душа не может войти в контакт с его разумом. Вот это все равно, как сломленный телефон или телефон, в котором вот вы говорите, а оттуда звук не слышен, или наоборот. Сломленный, грубо говоря, мозг, как сломленная антенна, не может уловить эти колебания. Человек, который очень много пьет или употребляет нечто другое,
он не может постепенно он потухает, он не может уже уловить те предупреждающие знаки, посылы, которые ему отправляет Вселенная, потому что его антенна сломленная, понимаете? И вот наш мозг начинает вычитывать информацию извне. Отсюда появляется наше предчувствие, значит, нехорошее состояние, сны, внутренний голос, который мы говорим, седьмое чувство. Это все отсюда идет. И чем сильнее у человека род, тем сильнее у него вот эти все проявления, которые его по жизни ведут и предупреждают. Рядом стоят его стражник, рядом могут стоять его предок, который ему говорит. Человек его не видит, не слышит именно вот в физическом плане, но его мозг и подсознание улавливают это. И он начинает внутри думать: не, наверное, сегодня не поеду, что-то у меня нехорошее состояние, останусь дома. Остается дома, потом узнает, что там какая-то авария случилась, что-то такое страшное, и хорошо, что он не поехал. Ну а как это понял, почему мне это вот пришло? А потому что тебе это говорили, просто твое подсознание уловило это все в виде идей, в виде чувств, мыслей, предчувствий и так далее, и ты осталась дома. Это тоже отчасти можно некромантией называть, а отчасти связано с миром мертвых, потому что оттуда идут подсказки. Но многие люди, например, путают сильную интуицию, да, с дарованием или с силой. Вот поэтому люди, у которых есть сильная интуиция, они начинают говорить: вы знаете, мне тоже снится, вот я тоже вот тот раз видела, но это вам дают предупреждающие знаки, ваш род, ваше подсознание, силы рода, хранители рода. Это не означает, что для других они тоже будут вам помогать и подсказывать. Нет, это вам дают. Радуйтесь, что у вас такой сильный род, что у вас эта интуиция развита, и оно вас оберегает. Это тоже отчасти связь с миром мертвых. Теперь, сильные ведьмы, безусловно, они имеют различные возможности и способности, не только там видеть будущее, прошлое и так далее. Они еще умеют договариваться с этими силами, они умеют снимать с вас то, что на вас наведено, они умеют открывать дороги вашей жизни, они умеют привлекать вашу жизнь, они умеют давать дельный совет, потому что у них помимо жизненного опыта еще внутри есть какое-то очень сильное предчувствие, понимание чего-то. И они сразу могут определить, что конкретно для этого человека нужно в жизни, чтобы он правильно жил. Порой и совета достаточно, чтобы человек поменял свою жизнь. Но, естественно, чем старше они становятся, тем больше и сильнее становится их связь с духами. И в эту связь входят также и души ушедших. И вот со временем ведьма обнаруживает, что у него есть подсказки из мира мертвых. Обнаруживает рановато, просто потом начинает учиться этим управлять, понимать, что это такое и прочее. В древние времена, если учесть, что мертвых жгли, и получали покой только те мертвые, которых не обязательно тело находили, хоронили. Многие неправильно понимают, что если тело не похоронить, то душа будет бродить, то душа не найдет покой. Нет. Тело и так уйдет, тело не вечно, тело в течение нескольких месяцев, а летом и того быстрее разлагается, и от него ничего не остается. Поэтому тело в любом случае уходит, уничтожается, превращается в прах. Дело не в нем. Дело в том, что если люди не отпускают душу человека ушедшего, если люди до последнего отказываются принимать его смерть, он будет ждать столько, пока его по определенным традициям, если это христиане по христианским традициям, если это мусульмане по традиции ислама, если это вудуисты по их традиции, если это буддисты по их, если там язычники, то есть его должны по определенным канонам отпеть, отпустить, как хотите. Значит, отсечь. Все. Они приняли его смерть.
И они с ним попрощались. Вот тогда Харон забирает его на свою лодку и переносит по ту сторону вечной жизни, вечной реки. Итак, в древних источниках Вавилона сказано, каким образом нужно призывать душу и получать от них, от души, то есть от ушедшей души информацию. Очень многие увлекались спиритизмом. Увлекались спиритизмом и в детских лагерях. Дети любили так пугать друг друга. Это, конечно, очень опасное занятие. И вы не думайте, что если вы вызываете дух Пушкина или Гоголя, именно они приходят для того, чтобы вызвать душу данного человека, да и вообще душу, которая более высокой планки, нужен профессионал. К вам придет обязательно кто-то, это будет некто из нижних миров, вампиризирующие духи, как вы любите называть, бесы. И не только бесы, а паразиты всякого рода. Там тоже, знаете, очень много различных чудовищ, различных страшных существ и монстров, которые образовались от человеческого гнева, ненависти. Там тоже различного, скажем так, различных рангов неупокоенные души, убийц, маньяков, душегубов и так далее. И они придут. Они бродят, им нужна энергия людей, энергия страха, они обязательно придут. Это будет не Пушкин и Гоголь, но оно будет материться, говорить гадости, как всегда. А потом еще накинется ночью, будет душить, и будет долгое время не уходить, и доводить вас до безумия. Некоторые дети начинают сходить с ума, и родители не знают, как от этого избавиться. Там, значит, кровавые барышни дух, что еще? Паночка померла, очень веселая игра, когда одного ребенка кладут на стол, начинает плакать, вокруг кружиться, мол, померла. В общем, вот это вот имитирует похоронную процессию. Какой-то дух гнома-матерщинника. Ну, в общем, вот различные дурацкие развлечения, которые могут привести к очень плохим последствиям. Почему? Потому что обязательно какой-нибудь из этих сущностей, из этих низменных монстров придет. В некоторых случаях они приходят сами, в некоторых случаях они селятся в нехороших квартирах, домах и так далее. Это другой вопрос. Но когда мы сами лично даем им добро, даем им разрешение, раскрываем вот эти порталы, то по вселенским законам, если человек позволяет в свой мир прийти, то они с радостью приходят. А вот каждый ли человек может его отправить отсюда, вот в чем вопрос. Поэтому такими вещами никогда не увлекайтесь, если вы это все до конца не знаете, не изучили, если вам это не дано. Далее. Для общения с душами предков. У славян обычно это была священная роща, куда они приходили, где либо стояли капища богов, либо стояло такое требо предков мертвых. Это алтари, где приносили, ставили им подношения, называли их имена, кого они призывают и кого угощают, и вместе с ним угощали все души, которые там находятся. И спрашивали у своих предков какого-то разрешения или совета. У грузин, например, у сванов была такая традиция, сейчас есть, с помощью петуха раскладывают возле петуха, значит, если да, то петух клюет вот это зерно, если нет, то петух клюет что-то еще. И вот таким образом они получали ответ от предков. Считалось, что, используя энергию живых существ, мертвые выходят на контакт. Это тоже есть, существует, да. Когда вы на кладбище видите кошку, собаку, которая внезапно появляется, начинает проявлять какие-то такие знаки нежности к вам, трется, хотя она сама по себе может быть дикая, просто так бы не подошла, но подходит. Либо голубь во время похорон приходит, там садится на голову матери, отца, кружит,
показывая, что я здесь, я живой, я существую, тот мир существует и так далее, это означает, что души, которые тоже относятся к духовному миру, но чтобы отличить их, мы говорим души. Души ушедших людей таким образом дают понять, что они здесь присутствуют. Когда птица бьется, особенно голубь, бьется в окно, значит, тем самым духи предков дают понять, что кто-то в скором времени к ним присоединится. Они кого-то зовут к себе. И, как правило, в скором времени этот человек умирает. Так вот, не тот, который увидел, а кто-то. Может быть, тот, кто болеет. Или, в общем, может и просто так умереть человек. После увиденного, да, просто может уйти. И это и означало, что души ушедших предков говорят, вот мы зовем кого-то, кто-то еще придет к нам скоро. Итак, некромантия, некромагия, призывы мертвых, что чаще всего называют некромагией. Она существовала издревле. Туда входит вызов духов, то есть это работа медиума, общение с духами. Значит, осознанное сновидение – это призыв духа или души ушедшего человека. Не только ушедшего, это туда входит и призыв иных духов, но в основном, поскольку это связано со смертью, это призыв умершего человека в сон, чтобы он пришел в этот осознанный сон и рассказал, дал ответ на определенные вопросы. Еще в Древней Греции тот же Цицерон, Сократ, Тацит, иные известные люди, философы, историки, политики, которые оставили свой след, они тоже занимаясь вызыванием духов. Вопрощали этих духов и получали четкие ответы. Очень многое в нашем мире раскрыто с помощью мира мертвых, поскольку многие писатели, многие ученые увлекались этими вызовами духов, они очень многое узнавали, и потом это подтверждалось. Я об этом уже рассказывала. Тот же Генрих Шлиман, который призывал душу ушедшего своего приятеля, и тот указал, где находится Троя. Потом призвал, как ему показалось, древних душ, то есть ушедших правителей Трои. Того же Приама, который показал, где Троя, где сокровища. Он действительно их нашел. Значит, души правителей и прочие, которые призываются, и это вполне реально, просто это дано не каждому. И вот эти все аферистические каналы, где там какие-то регрессивный гипноз, где там какие-то бабы и мужики валяются с грязными полотенцами на башке, якобы они видят душу, они говорят такие вещи, которые проверить невозможно. Пальцем в небо, абсолютно абсурдные вещи. Вижу духа твоего дома, твоей семьи. Вижу каких-то бесов, они у тебя живут. В общем, всякую хрень, которую может сочинить и школьник. А вот именно конкретные факты, которые могут подтвердиться, скажем, вот скажут что-то такое, где находится какое-то сокровище, и это найдут. Вот такого еще никогда никто из этих товарищей не показывал. Души ушедших людей могут помочь подсказать, что ждет мир, могут помочь в каких-то роковых ситуациях. В общем, это все относится к некромагии. Некромагия, она существовала до христианства, до появления кладбищ. Потому что основное количество кладбищ появилось именно с религиями, когда начали предавать земле. До этого жгли, поэтому люди обращались к душам своих предков, ушедших у себя дома, возле реки. Река считалась межу, то есть
пограничным таким границей между мирами Нави и Яви, священные рощи, в капищах, либо шли к человеку, который мог соединиться с миром мертвых, призывать этих мертвых и вопрошать, неправильно сказала, да, спрашивать, что и как. Но когда появились кладбища, есть еще такое понятие, если помните, у меня есть там целая лекция, значит, активные могилы и пассивные могилы. Это определяет человек, который работает с кладбищем и понимает, где пассивные, где активные могилы, с кем можно войти в контакт. Появились кладбища, и там стало возможным тот же самый призыв духов, прийти попросить именно души, которые еще пока не ушли и активны там находятся и прочее. Вот здесь соединяется определенная ветвь соборного колдовства, но которая называется кладбищенская. То есть теперь появилось новое направление некромагии – это работа с кладбищем. Однако, чтобы вопрошать мертвых, опять не вопрошать мертвых, не обязательно ходить на кладбище. Это возможно делать, сидя дома, естественно, если тебе это дано. Если ты, скажем, призываешь какого-то знаменитого человека, знаменитую личность, ты же не поедешь на его то есть на его могилу, чтобы там звать. И могила его может быть очень даже пассивная, он может там и не быть, и больше не прийти. Но к тебе он может прийти, потому что ты умеешь открывать портал и призывать эту силу. Понимаете? Так вот. Новое течение некромагии стало быть связанным с могилами, с появлением религии. То есть уже начали ходить на кладбище, если нужно. Но здесь есть одно но. Работаем мы там не с останками людей, мы работаем там с энергией смерти. В основном. Скидывают болезни. Тоже некротика, то есть это мертвая энергия. Скидывают болезни. Либо жизнь человека там закрывается навеки. Это тоже некротика, некромагия. То есть связано с миром мертвых. Вот все, что мертвое, все, что убивает, все, что уносит, все, что убивает и хорошее, и плохое, смотря какое ты дашь там направление своему заговору, что ты захочешь, что ты попросишь, какую задачу ты дашь этим силам. Потом, естественно, появились кладбища, появились хранители кладбищ. Это кладбищенские бесы, так называют. Но я считаю, там не только кладбищенские бесы. Это, значит, хозяин кладбища, которого по ошибке считают, что это последний из похороненных. Но последний из похороненных может быть и ребенок. Поэтому он, скорее всего, последний из похороненных, наверное, дежурный по кладбищу, так можно назвать. Хозяин кладбища – это нечто другое. Хозяйка кладбища – некий дух, который был послан туда, дух женского, значит, обличия. И эта хозяйка кладбища со временем усиливается энергией новых поступающих туда душ. Каждый из них впитывает эту хозяйку, и чем древнее кладбище, тем, естественно, хозяйка этого кладбища сильнее. Поэтому надо быть осторожнее. Когда мы работаем с кладбищем, чтобы не повторяться, у меня есть такие лекции, можете открыть, посмотреть, работа с кладбищем, с погостом. Чтобы начать работу, изначально мы с ней дружим, задабриваем, приносим ей, значит, подношения, с ней ладим контакт, после чего только начинаем работать. Как определить могилы активные и пассивные? Вы знаете, активные могилы
Например, вот рядом ничего не растет. Это сильная могила, это очень сильная могила, которая просто не позволяет ничего расти рядом. Деревья высыхают, падают, камень пополам, значит, обломался. Это активная могила, это душа, которая там еще находится. Сейчас мы не будем говорить о работе с кладбищем, потому что у нас немножко тема иная. Ну, таким образом определяется активная могила, и там проводят определенные ритуалы. Теперь о ритуалах. Если обычному простому человеку даны ритуалы некромагии, он может их выполнить и проводить только в том случае, когда мастер проверенный. Если он убедился, что этот мастер плохого не посоветует, если он убедился, что этот мастер своего дела прекрасно понимает, что говорит, и вреда никогда не наносил, то можно. Если вы еще не уверены, лучше воздержаться от таких работ, потому что это очень сильные, опасные работы, и не каждому туда можно суваться. С помощью мира мертвых можно решить огромное количество проблем. Просить защиты мертвых. Делается там привороты, черные привороты. Ну, порча на смерть, само собой разумеющееся, это же некротика, то есть энергия смерти. Чаще всего, если отправляется, там, например, порча на сумасшествие есть, это находят могилу человека, который умер не очень хорошей смертью, жил не очень хорошей жизнью, пьющего человека, там еще кого-то отправляет. Если это могила самоубийцы, идеальная могила, он там будет всегда практически активный, потому что он боится уйти, он между мирами находится, и он не потратил всю свою жизненную силу, я об этом уже вам рассказывала, поэтому его здесь держат эти кандалы. И эта душа с удовольствием пойдет, тем более озлобленная, уставшая, не находящая покоя, он с радостью пойдет пожирать кого-либо, забирать все его силы, энергию и жизненную потенциал. И то правильное слово, если кто не знает. Значит, и, собственно, сведет его в могилу, потому что он просто находится рядом и выпивает человека. Но, например, если это сделать на могиле какой-нибудь бабули, которая жила нормальной, спокойной жизнью, умерла уже в глубокой старости, и она, конечно, не поможет. Она может еще и наказать за такое, потому что ее тревожит по таким нехорошим делам. Нужно знать, к какой могиле подойти и как сделать. Хочу вам сказать, что даже в этом случае мы работаем с энергией смерти, опять же, больше с энергией смерти, чем с душами. Если энергия смерти позволяет, тогда и душа придет и будет помогать. Энергия смерти может заблокировать, не дать это сделать. Далее. Смотрите, значит, перейдем к вопросам, которые мне задали по поводу, значит, определенных вещей, которые снимают и снимают непонятно почему. Потому что там нету, конечно, знаний, там ересь. Ну, начнем. Итак, как истинный учитель закреплю в конце: некромагия, некромантия изначально, некромагия – это общение с миром мертвых. И он может происходить везде, если у человека есть способность соединиться с миром мертвых. По-разному может происходить. С помощью письма. Ты пишешь то, что тебе диктует через подсознание. С помощью осознанного сна, когда в сон приглашается мертвая душа, и он там говорит все, о чем его спрашивают. С помощью круга, вызова определенного духа. С помощью спиритического сеанса на спиритической доске, с помощью подсознания, вопрос-ответ, на перекрестке, на местах силы, в каких-то старых домах, где призраки, привидения, если общаются с ними, то нужно туда ехать, потому что призрака ты сюда не приведешь. Призрак – это та душа, которая привязана к этому месту. Чтобы вы сразу поняли, душа – это та душа, которая, то есть человек, который ушел своей смертью. Призрак или привидение – это, как правило,
убитые люди, люди, которые умерли насильственной смертью. Не все становятся призраками, но призраки именно насильственно ушедшие люди. Люди, которые ушли, как мы считаем, раньше своего времени. Они могут стать призраками и охранять свой дом. Очень редких случаях, когда ушедшая от глубокой старости не хочет уйти эта душа. Временно он может быть призраком, а потом исчезает. Поэтому призраки, естественно, они привязаны к этому данному месту, они в другом месте и не бывают. И если, например, вы в каком-то доме не можете ночевать, страшно и так далее, когда вы оттуда уехали, все, никакой призрак вас не преследует. Он жил в этом доме, и он будет мешать жить другим, те, которые туда придут, но не вам. Далее. Когда некромагия перешла на кладбищенскую магию? С появлением христианства. Потом уже, конечно, других религий, которые тоже последовали примеру христианства и начали, значит, отдавать земле тела усопших. До этого бывали у некоторых народностей такие традиции, но очень мало и очень редко. Как правило, предавали земле или мумифицировали, значит, тела правителей, чтобы они не уходили от своего народа, оставались здесь, зная, что пока тело есть, душа здесь находится. И вот строили такие огромные гробницы. А в основном в традициях народов не было создания кладбищ. И возможность работать на кладбище появилась именно с появлением религии. Никому бы в голову не пришло пойти к царской усыпальнице и там что-то наколдовать, потому что мог бы лишиться башки. Вот о чем речь. И вот некромагия плавно переходит в кладбищенскую магию, я бы сказала. Где-то соборная там какая-то ветвь и кладбищенская магия, где мы работаем с энергиями смерти. И с душами в том числе, естественно, но в основном там энергия смерти работает больше. Итак, на могиле пары делается приворот, присушка, привязка друг к другу людей навечно. Почему? Потому что я вам говорила, магия – это догмат. Истина с истиной связывается. Вот как Маруся и Петр вместе всю жизнь, так, чтобы вот такие-то, такие-то вместе были и никогда не уходили. Вот когда вы, Маруся и Петр, встанете и уйдете со своих мест, тогда они разойдутся. А до той поры будут вместе. Дальше. Вот как ты там, Иван, всю жизнь пил, пропивал и так и помер беспутно, так что вот такой-то вот пил и все такое. В общем, фотографии туда зарывается, начитывает, сверху льет алкоголь. Таких различных методов миллионы. Иди такой-то неупокойная душа, найди того-то, вцепись в него, не отпускай. Вот тебе мой наказ. Хочешь получить свободу, сначала выполни, а я за тебя попрошу или... То есть это такое внегласное соглашение между вами и миром мертвых, что вот пусть он выполнит мое желание, а потом дайте ему свободу, пусть он уходит. Ради этого он будет стараться и работать для вас. Некоторые скажут, а как вы можете, имеете полномочия эти души освобождать или нет? Ну, если это ведьма, если это дано, если у нее это получается, если это с рождения, то у нее есть это полномочие, и она может заключить некий договор. Вот я тебя забираю, отправляю, а потом, как выполнишь то, что я скажу, так тебя и освободят. И он с радостью пойдет это выполнит. Теперь, значит, мне был задан вопрос и скинули пару таких моментов в видео, чтобы я имела представление, о чем речь, и поняла, что там говорится, чтобы ответить. Значит, насчет того, что вот мы работаем, ведьмы, там некоторые ведьмы очень сильно любят работать с энергией детей, деток. Там перед этим надо очень долго воздерживаться от секса. Секс вообще никак не влияет. Есть некоторые работы, при которых нужно воздерживаться, да, такое есть. Ну, в принципе, оно никак не влияет. Наоборот, это разрядка, это
уносит вот это напряжение и дает, расслабляет не только организм, но и сознание для того, чтобы спокойно идти, концентрироваться на этом всем. Наоборот, очень сильное воздержание может служить тем, что... Ну, то есть это отрицательные эмоции накапливаются. Вот о чем речь. Поэтому если работать, как некоторые хотят работать с могилой детей, значит, воздержание в сексе это не обязательно, даже совсем не обязательно. Что касается порчи на могилы детей, если я говорю о том, что есть такие работы, это не значит, что я их делаю. Не нужно переворачивать вверх ногами и каждое мое слово пытаться меня выставить в грязном черном свете. Просто магия не делается в белых перчатках, как эти товарищи орали на весь мир, что не бывает кровной жертвы в магии, вот этот идиотизм. Точно так же они орут, что если я знаю, ну, значит, я обязательно это делаю. Так я много чего знаю. Я же не хожу, не привораживаю никого. Но я знаю, как это надо делать. О чем мы говорим вообще? Я рассказываю о разных вариантах, что делается, что проводится в магии. Проводится. И что это имеет место быть. Теперь... Значит, ой, уси-пуси, детоньки. К детонькам там в том мире очень хорошо относятся, их балуют, их любят. Мы тоже деточек балуем, любим, и игрушки приносим и так далее. И с могилами деточек работают только мамочки, только женщины, у которых женская энергия, у которых много детей, или они там очень такие мамоньки, такие и так далее. Значит, это чушь собачья, полнейшая. Ведьма очень жесткий человек, она не свиноматка, чтобы рожать и стать мамочкой. У нее совсем другое предназначение. Я очень мало знаю ведьм, у которых больше 1-2 детей, самое большое количество. У них нет предназначения, им, если они отмолили себе одного ребенка, и то пусть скажут спасибо, а некоторые вообще бездетные. Они очень жесткие люди, жестокие в некотором смысле. Они очень строгие родители, они не сюсюкаются. И для того, чтобы работать с могилами детей, не надо идти и рожать без конца, как матушка-крольчиха, для того, чтобы иметь возможность работать с детьми. Это такая ересь. И могут эту ересь нести только люди, которые понятия не имеют о магии. Магия, знаете, я понимаю этих людей, они хотят понравиться всем, что они такие нежные, хорошие, добренькие. Мамоньки, мамочки приносят игрушечки, конфеточки детским душам, вот такие, не то что некоторые, но это... знаете, из разряда вот этих кухонных куриц. Вот такая-то правительница такая была плохая, она воевала, сколько людей погибло. Вот она была злая, нехорошая, недобрая. Рассуждение, говорю, гусынь. Мамочки, папочки и так далее. Ересь, чушь собачья. Никакие мамочки, никакая телячья нежность, никакие там уси-буси. Это могилы. Это смерть, это мир потусторонний. И отношение к душам должно быть очень жесткое и спокойное. Значит, детские могилы. Что я хочу сказать? Когда ребенок уходит, умирает, то до того времени, пока его душа находится здесь, оно привязано к родителям, потому что это ребенок. Но все должны понимать, что до того, как этот ребенок родился на этот свет, его душа могла быть очень древней. Этой душе могло быть 1000 лет. Так вот, какой уси-гуси, какие там конфеточки, бараночки душе ушедшего ребеночка. Душа, вот те после околосмертные переживания, которые у людей бывают, это потому что они вернулись назад, им показали, что там происходит, что там существует. Если человек умирает, происходит немножко по-другому. Пока он прощается с этим миром, он тот самый, какой ушел. Вот если ребенок умер там 5-летний, 6-летний, предположим, вот пока он на этом свете, в этом мире, пока между мирами находится, он, да, тот ребенок, ему приносят эти игрушки,
ему приносят сладости, конфеты и так далее. Потому что это еще детская душа. Только что ушедшая, умершая. Почему многие, ну вот скажем так, приверженцы черного культа, я это не приветствую, конечно, но бывали в древние времена, и сейчас есть, крадут детские души, называется. Они приходят, заманивают детские души и забирают. Различным способом. Есть в сундуке забирают и так далее. И потом эти души им служат некоторое время. Так вот, вот 9 дней прощается со своими родными, 40 дней со всеми. Год идет, становится возле своей могилы, после года уходит. Как только душа уходит отсюда, из этого мира, вот тот самый ребеночек, маленький, хорошенький, мусенький, бусенький, он сразу же вспоминает свою жизнь, кем он был, сколько лет его душе. И вот этот ребенок, который уходит через год после того, как уже освободился с земных оков, все, это уже не младенец. Ему возвращается его память той жизни, которая была до рождения в этот мир, кем он был в том мире, в мире духов. Ему возвращается обратно. Он может прийти и сниться своим родителям, он может явиться в том обличии, в котором он ушел. Почему? Потому что это его земное обличие, его по-другому и не помнят. Если бы он пришел, например, тысячелетним духом, ну, никто бы не поверил, что это вот их сын, например, о чем-то предупреждает. Он придет в том обличии, в котором его похоронили. Каким он ушел с этого мира? Точно так же, как любой из наших предков придет в том обличии, в котором он ушел. Чтобы мы узнали его. Когда дух рождается здесь, становится человеком, потом умирает, становится душой и уходит, он сразу возвращает себе память. Он полностью помнит, кто он был, откуда он был. Но теперь он совершенно другой дух. Не такой, как другие духи мироздания. У него есть привилегия. Это человеческая душа. А значит, у него есть уже родные, у него есть родовое древо, у него есть свой круг, у него есть особое место, он идет в свое родовое древо. Вот почему многие души стремятся родиться, идти сюда и жить здесь земной жизнью. Потому что у души человека привилегия перед просто духами мироздания. У души человека вечная подпитка есть, если он создаст здесь сильный род или продолжит сильный род и уйдет. Его душа будет получать постоянную энергию, в отличие от тех духов, которые со временем утончаются, уменьшаются, могут просто уйти в самые дебри хаоса и мироздания, потому что у них нету связи с этим миром, они энергию не получают. А вот ты родился, пришел, ты здесь после себя оставил родных, близких, детей, внуков, правнуков, ушел. Они тебя помнят. Придет время, забудут, если ты неизвестный человек, забудут. Через несколько поколений уже не будут особо помнить, кто ты. Но все их хорошие поступки – это плюс тебе, твоей душе идет определенная энергия. Вот поэтому ты стремишься там стать человеком, прийти сюда, пройти все эти испытания, которые предназначены человеку для того, чтобы потом иметь возможность там получать эту энергию, в отличие от остальных духов. Но если ребенок умер 20 лет назад, 30 лет назад, и даже если вы принесете ему эти конфетки, шоколадки и так далее, он придет, посмотрит на своих родителей, да, он примет этот дар. Он примет, потому что он как только приходит на это свидание к своим родителям, он вспоминает свою земную жизнь. Он же помнит, он не забыл, точнее. Он помнит, что он ушел ребенком. Естественно, ему приятно получать такие подарки. Не более того. Так вот, кто-то скажет, тогда как работают с могилой ребенка, если там, вот ты как там был, там не имел денег, так, чтобы такой-то, как младенец был, и не имел денег. Не только так делается. Говорится, как ты был младенец, вот маленький ребенок, очень маленький, еще несколько месяцев ушел. Вот как ты не говорил ничего, так, чтобы мой враг против меня не мог говорить. Одну истину с другим связывать. Мы работаем с этим догматом, еще раз говорю, с истиной. Вот он до того, как ушел в вечность, кем был здесь? Ребенком. Вот об этом речь. Вот как ты не имел ничего и ушел, так, чтобы такой-то не имел. Но мы не говорим,
чтобы твоя душа как не имела, мы души не касаемся, мы говорим фактами, то есть фактами жизни человека. Одно привязываем к другим. И если еще учесть, что там энергия смерти, естественно, это сразу срабатывает. Вот о чем речь. Но души людей, которые там есть, находятся, хочу вам объяснить, что это души людей, которые уже давно, их память души открылась. Они помнят, кто они были до того, как пришли в этот мир. Но в то же самое время у них есть привязка, у них есть связь с теми душами, которые были здесь, на этой земле, их родными и близкими. То есть отец, мать, там, брат, сестра, даже национальная принадлежность и так далее. Они уже уходят отсюда не просто духами, а душами. И память их души, как правило, постепенно раскрывается в течение вон того года, когда они попрощаются и уйдут. И когда они уже себя вспомнили, их уже забрали навечно туда, все. Больше они не дети, не большие, не маленькие. Они те души, которые до того, как пришли, родились, были там. Только с маленькой, скажем, с маленьким исключением, что кроме всего этого у них есть еще второе нутро. Они придут в том обличии, в котором ушли. Они помнят, как их звали на земле. Они помнят, кто были их родные на этой земле. Их души они будут там искать. Понимаете, о чем речь? У них есть и память души, и память земная, которая здесь была. И поэтому они помнят, они любят, они покровительствуют, они предупреждают, они просят, они заступаются за человека, они просят, чтобы их отправили предупредить и так далее. Их привязанность, их связь с земной жизнью, она не обрывается полностью. Они всегда будут со своим родом, со своими детьми. Вот о чем мы говорим. Поэтому вот эти вот бусюсики, идем там, детоньки, мы им конфеточки. Наш мир не похож на тот мир. Там конфеточки и бараночки им не нужны. Это говорят люди, которые представления не имеют, что происходит с душами после их ухода. Они почему-то думают, что маленький умер, то значит, там вот такой маленький бегает, такой ребеночек, хорошенький, мысенька-бусенька. А вот эти все шоу, которые вы смотрите, что дети говорят, мы к маме хотим, мы скучаем. И вот все вот дураки стоят, ой, так они бедненькие плачут. Вы посмотрите дату ухода. Вот если бы дата ухода была 9 дней, 40 дней, год, я бы поверила. Потому что их душа еще не обрела ту память вечности, которая была у него до прихода. Они еще в земном сознании, что они дети, ушли, и они хотят к маме. Это другой вопрос. Но когда ребенок ушел 20-30 лет назад, он уже давным-давно открыл, уже понял свою, значит, духовную жизнь, и он не ребенок уже. Он просто помнит себя ребенком, что он ушел ребенком. У него есть привязанность к своим родителям здесь. Помнит, любит их, предупреждает, но он уже не ребенок давно. Его время земного обличия ушло. Далее. Что еще за чушь моя? Мне кажется, вот, я даже не знаю, достаточно, наверное. Что еще там объяснять? Так вот, друзья мои, некромагия перетерпела определенную трансформацию, деформацию, определенные изменения, потому что время диктует свое. Появились кладбища, не надо уже ходить в священную рощу, здесь можно прийти к своим предкам. Если активная душа придет, услышит, поможет. Если нет, не придет, может, придет во сне. В принципе, своих близких и родных вы можете просить где угодно. Вы по, значит, праву крови имеете на это право. Это ваша кровь, это души вашего родового древа. Вы имеете право просить. Не какие-то ритуалы проводить, а просить. Они придут и помогут, если у вас сильный род. Еще одно, да, уточнение. А так, в основном, мы там работаем с энергией смерти. Да, с душами некоторыми, но больше мы связываем одну истину с другой. То есть вот если человек всю жизнь пил, гулял, мы точно знаем, что он такой был. Мы просто просим его душу, вот какой ты был в земном обличии, пусть такой-то вот такой будет.
И наверняка он попал не в самый лучший мир, естественно. Ему очень хочется, чтобы его оттуда потянули. Иногда прийти в этот мир, немного отдохнуть от той мучительной атмосферы, в котором его душа находится. Потому что ничего хорошего он не сделал, чтобы получить что-то хорошее. Вот о чем речь. И мы этим можем воспользоваться, если нужно, конечно, в какой-либо момент. Собственно говоря, мне кажется, я объяснила. Если, конечно, потом возникнут вопросы еще, может, сниму продолжение. Но пока думаю, что этого достаточно. Желаю всем удачи, благоразумия и всего хорошего.